А у блогеров одни разговоры, снимай на 100 кадров в секунду. А у меня такого режима даже нет. Зачем они это делают, спросите вы? Они уводят ваше внимание, наше внимание. Фототехника имеет значение как один из инструментов для пейзажной фотографии. Благо я ей один из 20 пунктов отвел. А почему они это делают? Так им так проще, им так легче. Фаилович все верно говорит. Друзья, попробую подсветить этот мир фотографии. Ну и показать вам эти 20 точек. 20 точек. Кнопки шедевр. Фарионыч, помоги. Купил новую камеру. Нет кнопки шедевр. Все инструкции посмотрел. Вот тебе мой ответ. Самолет залетел, потому что он был выбран тем, кто его выбрал, или кто его купил. А может, кто кнопки умеет нажимать? Вы спросите, кто я такой, чтобы учить? Инженер, путешественник, автор реальности, человек, экспериментатор. Определяйся. Ничего не понял. Да, кстати, друзья, кто не поймет этот ролик, вы можете пересмотреть его через 10 лет, через 5 лет. Это будет все равно для вас актуально, если вы не и усвоите. Ну тогда все понятно. Ума, ты кем хочешь стать? Пассажиром? Летчиком? Кнопконажимателем? Или, может, путешественником? Диспетчером. Пусть ваш ум поработает над задачей. Не вечно же ему отдыхать впустую. Итак, валюта нашей современности, или то, что называют метамодерном, это внимание. Если мы не увидели, не послушали, не потрогали, не попробовали, значит с 99% вероятностью мы не купили. Ну, очень интересно. А что продавать? Вещи, обещания или время и знания решают сами люди. Фотография – часть этого мира, друзья. Так зачем же фотоэксперты сужают ваше внимание на фототехнике? Давайте все-таки в этом разберемся, ответим на этот вопрос, зачем они это делают. А кто досмотрит этот ролик до конца, поймет сам, зачем это делается. Если хотите познать секреты Вселенной, мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибраций. Никола Тесла. А при чем тут вообще Тесла? Итак, друзья, что я сделал не так, чтобы это получилось? Готовы настроиться на частоту с Фарионычем и Теслой. Итак, 20 ступеней нажатия кнопки шедевр. Первое. Мотивация или энергия. Что же заставляет человека прислушаться к голосу и отправиться сегодня в путешествие с фотокамерой? Может быть, книги, музыка, горы, лес, город, вода, чувство жизни или миг между прошлым и будущим. Это главное в фотографии. Человек чувствует себя живым, когда занимается фотографией. Остается лишь один вопрос. Готов ли ты к этому? Второе. Выбор времени или момента. Выбор времени имеется в виду то, когда вы будете этим заниматься. Откладывать вечно это на потом или вспоминать прошлое, значит вы еще не готовы к путешествию. Нужно взять камеру и ехать сразу же с ней, отправляться в путешествие. Только так это все получится. Но прежде чем отправляться, вы должны выбрать следующий пункт. Это место. В данном случае я всегда рекомендую отправляться туда, где вы не были. То есть пройти или проехать, пролететь туда, где вы еще не существовали, где вы еще не видели этот мир. И тогда, возможно, вы переключитесь на следующий пункт, четвертый. Он связан с частотой. Это подготовка техники. И здесь как раз речь идет о самой технике, о которой я вообще рассказывать не буду. Множество блогеров этим занимается и концентрирует ваше внимание именно на подготовке их техники. Но я хочу сказать вам только одно. Сделайте снимки такие, чтобы оценить свет и цвет. В данном примере, когда я снимал это в ЦПКО, я сделал несколько фотографий, подготовил технику, чтобы оценить свет и цвет. Ну а зачем? Пятый пункт тоже связан с частотой, и в данном случае это внешний фактор, как считают многие, это освещение. Фотография – это искусство света, поэтому освещение – это самое важное. Без освещения ничего не будет, никакой фотографии. В моем походе в парке я дождался смены освещения, потому что было очень невзрачно, и те цвета, которые я обнаружил, недостаточно были подсвечены. Но пошел снег, я дождался этого момента, прошел по пунктам и, собственно говоря,
дальше перешел к следующему. Поскольку я прошелся по тем местам, я ничего нового не увидел. Я решил свернуть с дороги и пойти по тропинке, по безлюдной лесной тропинке. И этот пункт, который я называю 6-м пунктом, новое. Сделайте что-то новое, что вы еще не делали. В данном случае я сделал новое, я пошел совершенно новой дорогой. И таким образом я вышел к 7-му пункту. Локация. И локация предполагает не просто место, где вы снимаете, а место, которое вы или заранее выбрали. Но в данном случае мой способ пейзажной фотографии – это найти место силы. Его можно ощутить, если вы следите за моим каналом. Я рассказываю, как это делать. Ну, некоторые спросят, как определить, что это то, именно то. Никак, друзья. Только когда вы найдете его. Вот мой ответ. Ну, а когда вы найдете, вы перейдете к 8-му пункту. Я его называю фоторэп, вибрация. И здесь как раз мы говорим о 3-м показателе Tesla, самое важное, о котором мало кто говорит, это вибрация. Что я сделал для того, чтобы это все заработало? Дыхание. Вибрация – это дыхание, это эмоции. И также связано с частотой. Поэтому 8-м пунктом я выровнял дыхание. Ну а в вашем варианте это будет вибрация. После этого происходит нечто волшебное на 9-м пункте, которое тоже связано с частотой. Это чувство момента. Ощутил смену потока или попал в поток сознания или подсознания. Так или иначе, это момент истины, можно так сказать, для фотографа. Если все вы правильно сделали до этого момента, то дальше очень простой технический процесс, где включается уже ум. Он вашим помощником начинает являться. 10-й пункт – это сам процесс съемки. И в данном случае я сделал несколько пробных снимков с белками, которые прыгали, бегали по этой локации. Но я посчитал, что все-таки белки здесь неуместны, поскольку процесс 10-й пункт переходит плавно в 11-й. Это поиск ракурсов. Снимайте с разных ракурсов, потому что на постпродакшене, на обработке, после обработки, вы увидите те ракурсы, которые более интересны для зрителя. Поскольку вы смотрите это все в маленьком дисплее вашего фотоаппарата или видоискателя. Но почему это происходит, друзья? Почему мы опять возвращаемся к технике? И 12-м пунктом идет техника съемки. И здесь уже ваши навыки как фотографа. Что я делал? Я кадрировал через видоискатель без штатива. Установил открытую диафрагму в моей камере 1.2.8. Не такая светосильная камера, но то, что есть. Ну и, собственно говоря, постарался сделать так, чтобы не очень короткая была выдержка, чтобы света собралось побольше. 1/80, 80 Гц. Плюс я сделал коррекцию в минус немножко, чтобы снег все-таки проработался поинтересней. И плавно подошел к 13-му пункту. Выбор самой композиции. Что я делал в этой композиции? В этот раз я не пользовался классическими способами третей, каких-то золотых сечений. Я это ощущал именно в гармонии того места, где я находился. Мне осталось только найти конкретную точку. В этой точке я ощутил вибрацию и дальше нажал на спусковой крючок. Следующие пункты имеют значение, разумеется, для ума. Это обработка. Многие говорят, что обработка не нужна, что сырое, все хорошо, научиться снимать сразу же. Ну, здесь они лукавят, поскольку опыт, конечно, позволяет снимать сразу хорошо. И изначально фотография была вот такая, как здесь. Но здесь можно сказать следующее. В первом пункте обработки, 14-м, я написал отбор сравнения. Хотя есть замечательное древнее высказывание: кто сравнивает, тот не ценит. Но я в этом варианте не спешил с выбором кадра, поскольку у меня было порядка 5. И все-таки
отложил это на некоторое время и потом уже визуально оценил композиционно, какой кадр наиболее передает настроение вот этих объектов, воздуха, цвета и всего остального. Это отбор. Но этого недостаточно, друзья, поэтому 15-м пунктом идет авторство или индивидуальный подход. Чье авторство? Конечно, ваше. Авторский стиль выделяет, и современные алгоритмы, конечно, это видят. Люди тем более это обнаруживают легко, что это именно фотографии этого автора. Поэтому в данном случае я применил свою палитру, которую сделал, свою технику обработки, о которых я рассказываю на своем канале. Ну и, конечно же, использовал 16-й пункт. Это убрать лишнее или оставить. И здесь, конечно, Ума в эфире. Ума всегда вам подскажет, что вот это обрезать, это убрать, это подрезать, это еще что-то. И здесь, конечно, надо его приструнить. У меня несколько вариантов было обрезанных фотографий, где эти деревья, как ноги, четко концентрируют ваше внимание. Но все-таки, поскольку мы переходим к 17-му пункту, я оставил этот полный кадр без обрезки, поскольку он скадрирован был отлично. А 17-й пункт – это создание продукта. Кроме качества изготовленного продуктов, как фотографии как таковой, обработки авторского стиля, этого недостаточно, друзья. Об этом скажет вам любой фотограф, любые эксперты, действительно художники. Это история. И если в фотографии нет истории, то современные алгоритмы и люди не будут интересоваться простой фиксацией какой-то реальности. В данном случае я действую следующим образом. Я придумываю историю на ходу. Разумеется, есть случаи, когда вы заранее эту историю придумываете и потом отправляете на локацию. Как это делается при съемке, например, свадебной фотографии, документальной или какой-то постановочной. Но у меня это все в потоке, как говорится, поэтому мой пейзаж подразумевает историю создания после того. Ну, если вы это все сделали, создали историю, придумали, дальше начинается самое интересное. Пункт 19, точка невозврата я назвал. Когда вы публикуете свою работу, вне зависимости от того, печатаете вы, выкладываете в каких-то фотостоках. Ну, я здесь говорю про авторскую фотографию, пейзажную. То место, где я отправляю свои работы, это Flickr, в сообщество, где каждый день выкладывается около 5 миллионов фотографий. Ну и вот моя точка невозврата, 48 часов до момента предполагаемого моего эксплора, о котором я рассказывал на своем канале. Выкладываем фотографию и переходим к 20-му пункту. Это самый важный пункт. Я бы его вообще поставил первым во всех отношениях. Он связан со временем, хотя время понятие эфемерное, это продукт ума. Я его назвал инерция времени. И это ждать, друзья. Ждать самое сложное, если вы знаете, что у вас еще есть 2 суток, что-то поправить, что-то изменить, выложить другую фотографию. Это смятение ума, который как обезьяна скачет, то одно выложить, то второе, то подрезать, то обработать заново. К сожалению, этот пункт ведет никуда. Современные алгоритмы построены отбора таким образом, что после того, как вы все сделали, любая коррекция приводит к вашим сомнениям и ломает алгоритмы. На этом все, друзья. 21 пункт – это уже результат. Через 48 часов эта работа зашла на 10-ю позицию из тех 5 миллионов. Ну и набрала за сутки больше 40 тысяч. Больше 600 человек отметили ее и около сотни написали комментарии. Поэтому, друзья, если вам это видео полезно оказалось, напишите свои комментарии. Разумеется, у вас свое мнение. Ну, я вам написал алгоритм, которым я пользуюсь. Возможно, что-то из этого алгоритма вам поможет. А с вами был Фарионыч. Пока.